Привет, друзья! С вами канал Золотой Спиннинг и я, Алексей Воронин. Сегодня мы будем готовить пирожное картошка. Вернее, будет готовить его моя супруга Анна, а я, будем считать, взял себе выходной. Итак, пирожная картошка – это один из самых популярных десертов среди сладкоежек. Прелесть его заключается в том, что его не нужно выпекать. Назвали пирожной картошкой, потому что оно делается в форме замечательного всеми любимого овоща – картошки. Существует много различных рецептов этого лакомства. В стандартном варианте в рецепт входит основа, зачастую это измельченная масса бисквита или печенья или сухарей, которая смешивается в определенных пропорциях со сливочным маслом, сгущенкой и сахаром. Также в рецепт добавляют порошок какао и различные орехи. Сам процесс изготовления пирожного не сложен и не отнимает много времени и сил. Итак, наше видео о том, как приготовить пирожное картошка в домашних условиях. Для приготовления пирожного картошка нам необходимы сухари. У нас остался хлеб, который мы вовремя не съели, и для того, чтобы было безотходное производство, хлеб мы нарезали на кубики и подсушили их. Теперь эти сухарики мы будем использовать для пирожного. Также нам понадобится молоко, сахарный песок, какао, сливочное масло. Мы взяли для ароматизации картошки ваниль. Ну и в конце можно использовать сахарную пудру или сахарную пудру, смешанную с какао, кому как нравится. Можно ее и не использовать вовсе. Для того, чтобы у нас получилась однородная смесь из сухарей, мы ее будем делать в блендере. Блендер имеет возможность работать с твердыми продуктами, такими как лед, орехи, ну и, естественно, с сухарями он тоже справится. Если у вас нету блендера, вы можете использовать мясорубку, электрическую или ручную, особого значения не имеет. Мясорубка не дает такой мелкий помол, поэтому, возможно, вам придется прокрутить полученные сухари 2 или 3 раза. Полученную массу необходимо процедить через сито, для того, чтобы масса была однородной и крупные частицы не попадали в наше пирожное. Возьмем сахарный песок и смешаем его с какао. Пропорции здесь я не оговариваю, потому что это все зависит от того объема, который вы будете использовать. Если вдруг вы не используете весь объем сахарного песка, смешанного с какао, отложите его в сторону, он вам пригодится при приготовлении следующей порции картошки. Теперь мы берем молоко, наливаем его в кастрюлю и доводим молоко до кипения. В кипящее молоко мы добавляем заранее приготовленную смесь из какао и сахара. И тут в данном случае уже ориентируйся на свой вкус. Значит, попробуйте просто в составе, как вам получается. Сладко, не сладко, приторно, не приторно, нравится ли вам цвет. Соответственно, здесь вы уже можете играть ингредиентами по своему вкусу и визуальному восприятию. При необходимости добавьте смесь. Далее мы добавили натуральную ваниль и стали вводить порциями сливочное масло. По поводу сливочного масла тут тоже отдельный разговор. Кто-то любит пожирнее, кто-то любит нежирное. Мы, допустим, не любим жирные продукты, поэтому вводим сливочное масло небольшими кусочками и смотрим на тот момент, когда смесь, которую мы варим в кастрюле, начинает загустевать. Далее необходимо полученную смесь замешать уже с помолотыми сухарями. Для этого мы будем использовать блендер автоматический. Можно в данном случае использовать миксер. Можно сделать это венчиком. То есть проблем никаких нету. Начинаем добавлять сухари и смотрим, что у нас получается. Значит, в процессе того, как мы добавляем смесь из помолотых сухарей, она начинает впитывать влагу, поэтому ориентируйтесь так, чтобы не сразу все сухари добавить, иначе картошка у вас может получиться пересушенной. Также в процессе вы можете уже пробовать готовый продукт и при необходимости немного добавить какао, к примеру, для цвета, или сахарной пудры. Сахар, конечно, уже вводить нельзя, потому что получится в крупинке. Но для этого у нас стояла предварительно подготовленная сахарная пудра уже с какао. Процесс замешивания теста завершен. Теперь мы можем лепить из него то, что хотим, ну, в данном случае пирожную картошку.
И по своему желанию, вкусу вылепливаем фигурки нашего пирожного, круглое, квадратное, вытянутое, кому какие нравятся, по размеру и по форме. Вот, на этом продукт будем считать, что уже готов. В принципе, его уже можно употреблять, единственное только, что он теплый. Поэтому я рекомендую его перед употреблением охладить. Вот, и по желанию вы можете обсыпать его сахарной пудрой или вот этой смесью сахарной пудры и какао. Получится более презентабельный вид перед подачей. Обратите внимание на то, что картошка у нас получилась с такими трещинками. Это говорит о том, что смесь из помолотых сухарей мы добавили чуть больше, чем необходимо. Поэтому она не стала такой однородной прилепки. Но с другой стороны мы преследовали следующую цель, чтобы она не была такой же жирной и маслянистой на ощупь. Понимаете, да? То есть опять же вы всегда можете выбрать ингредиенты так, как вам нравится. В этом варианте мы спокойно даем картошку детям. Они ее с удовольствием едят. Она не такая жирная, не такая сладкая, но при этом все-таки это пирожное. Друзья, сейчас мы положим пирожное в холодильник, оно остынет там полчаса, и мы пойдем его кушать вместе с чаем. А вам также желаю приятного аппетита, спасибо за просмотр данного видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю всего хорошего, с вами был канал Золотой Спиннинг, Алексей Воронин. Всем пока, до новых встреч!